Всем привет! Мы находимся сейчас в двухкомнатной квартире, где будет проходить адский ремонт. Здесь 5 разных помещений. Это получается комната спальная, гостиная, кухня, коридор и 2 санузла. Каждое помещение будут делать разные мастера. Будет 5 разных мастеров. Будет подготовка стен, будет нанесение декоративной штукатурки. Тот, кто выиграет, тому мы удвоим сумму за работы. А как мы поймем, кто выиграл? Вот это видео будет выложено во все социальные наши сети. Это будет Инстаграм, ВКонтакте, это будет канал Дзен, канал YouTube. У нас очень большая достаточно аудитория, много подписчиков. И мы попросим, чтобы они за вас голосовали. То есть тот, кто полюбится больше всего зрителям, тот обязательно выиграет и получит удвоенную сумму за работы. Мы зашли в квартиру, где будет происходить битва мастеров «Адский ремонт». Но прежде чем здесь какой-то адский ремонт по декоративной штукатурке, тут еще конь не валялся работы. Давайте посмотрим. Это, конечно, жесть, как минимум. Но все, конечно, все криво, все переломано. Надо, прежде чем наносить, тут очень-очень много работы. Вот даже как бы элементарно, вот эти вот все углы, это все кривое. Все то ли выломано, то ли не выломано. То есть здесь вот вскрыто почему-то не совсем понятно. Ну, то есть вот эти вот моменты мы будем в промежутке все дорабатывать. Также очень много мусора. Его надо будет то ли вынести, то ли не вынести. Нужен он кому-то или нет. Мы с этим разберемся. Здесь тоже стены, вот посмотрите. Просто посмотрите. Вот так вот все. То есть дыры, вот эти вот, разный уровень вот этих балок. Здесь все поломано, и надо, получается, возводить снова уголки, что ли, выставлять. Эти все мы моменты доработаем. И первая в бой у нас вступает. Привет, всем привет. Светлана. Она будет производить подготовку всех стен. Вы не смотрите, что она маленькая, худенькая. На раз-два тут будет красота. Так что, ну, в общем-то, мы начинаем с чего? С чего-нибудь. Глаза боятся, руки делают. Так и будем проводить, а вы тихонечко будете наблюдать. Первое – это стены. Ну что будем делать здесь? Что будем делать? В первую очередь нужно заказать материалы. Материалы, то есть мы уже список составили, сейчас мы его продиктуем. Это уголки, грунтовка, штукатурка, бетоноконтакт, шпаклевка, ну, мешки для мусора, лента малярная, профиль. Ну, это больше уже по мужской части, саморезы, пена и там все такое. Получается, у нас основная масса здесь – это тонкослойное покрытие декоративное. То есть мы будем штукатурить вот эти вот все страшные места, отколачивать где надо добавлять, провода вот эти вот. Ну, то есть, да, все простукивать, да, все, что отваливается, убирать, штукатурить, шпаклевать. Справимся? Справимся. На раз-два. Большую работу я здесь провела, я выравнивала стены, штукатурила, установка, то есть устанавливала уголки. Какие работы ты выполняешь? Ну, то есть вот для людей, например, зрители Удмуртии, да, штукатурно-малярные работы. Облицовка, плитки – это не ко мне. Я выполняю штукатурку стен, то есть, ну, выравнивание стен сухими смесями, цементно-песчаными смесями, по маякам без маяков, то есть шпатлевание, нанесение декоративных покрытий, нанесение жидких обоев, поклейка обоев, флизелин, покраска стен, потолков. То есть, ну, общий список всех штукатурно-малярных работ. Ну, а в приоритете это будет больше штукатурно-малярные или декоративные? Больше, ну, вот в моем случае больше штукатурно-малярные. То есть по декоративным покрытием у меня такого опыта большого нет. На стадии обучения? На стадии обучения. Осваиваем новые Да. материалы, осваиваем. Вот если, допустим, на примере этой комнаты, так как наша аудитория это обычные люди, чаще всего не связанные с ремонтом, но это большинство. Вот для того, чтобы отремонтировать одну комнату, нужно какие работы произвести? Мы все видели, какая комната была. Нужно, то есть, простучать все стены на момент того, что есть какие-то воздух под стенами, то есть есть какие-то сколы, бухает стена, не бухает, чтобы это все отбить, чтобы в последующем после нанесения штукатурки этот кусок просто не отпал. Ну, поэтому подготавливаем стену для нанесения штукатурки. После нанесения подготовки наносим грунтовку, грунтуем стены, затем начинаем уже выравнивать, то есть штукатурная смесь ее размешиваем, разводим и наносим. То есть выравниваем все правилом,
И где-то, если это нужно, мы выравниваем по уровню стены. Где-то, то есть установка перфорированных уголков всегда идет по уровню. То есть вот была установка в данной комнате. Дальше, то есть выравнивание стен под багет, под плинтус, то есть углы, все плоскость стены нужно было вытянуть под правилы, чтобы была красивая ровная стена. Светлана, расскажите нам, как проходили ваши работы и нравится ли вам, что вы приближаетесь уже к завершению? То, что я приближаюсь к завершению, мне очень нравится. И то, что у меня уже финишная прямая, мне нравится вообще вдвойне уже. Сейчас я проклеиваю углы для того, чтобы у нас был красивый угол для нанесения покраски следующих стен. Все помнят, наверное, какая была квартира и сейчас У меня какая... сохранились все фотографии, я буду вспоминать. Вспоминать будешь, да? Да, и говорить себе, что не ходи, Света, не ходи. На такие заказы. Посмотри квартиру и скажи, что здесь уже ничем не помочь. А вообще, в принципе, конечно, все это смешно, как бы. А когда берешься за дело и потом тебя радует результат, это ничем не передать. Когда ты видишь, что было до, а затем результат, который радует всех, то это ни с чем не сравнить. Так, ну все, приступаем. Теперь стена у нас уже подготовлена, она огрунтована, зашкурена. Поэтому теперь мы приступаем уже к нанесению краски. Вот сколько времени ушло, чтобы поштукатурить в одиночку? В одиночку, то есть всю квартиру или комнату? То есть всю квартиру у меня ушло 1,5 недели. 1,5 недели, это если мы берем в расчет каждый рабочий день? Да. Угу, ну, максимум 2, если то, что я еще возвращалась, то есть на какие-то там, ну, вообще как бы. Грубо говоря, возьмем 2 недели, у меня ушло на полностью все отштукатурить. И, наверное, даже с подготовкой. Но это если учесть, что имея опыт. Кстати, про опыт. Сколько опыт работы? Ну, вообще в работе я с 2011 года. Минус 3 года из этого на декрет. То есть, ну, вот получается где-то 9 лет уже. Угу. Так. И обучалась, ну, то есть прямо училась? Училась, то есть была тогда еще ПТУ, сейчас это уже технический лицей называется. Тогда я училась в ПТУ 3 года. У меня есть диплом. Я хочу спросить дебильный вопрос. Ты же сказала не задавать умные вопросы. Вот ты пошла в ПТУ, мечта была такая маляром быть? Нет, обстоятельства жизненные так меня туда отправили, и мне пришлось, то есть, там обучаться. Но я как вышла оттуда, решила, к чему училась, там и пригодилась. Ну и да, пошла, то есть, работать по профессии, которую я получила. Между прочим, штукатур-маляр профессия очень творческая и интересная, и нет никогда одинакового, допустим, приходишь и делаешь смету, приходишь и делаешь смету. А что у меня, какие планы на завтра? Завтра надо сделать смету. Здесь такого нет. То есть мы в этой комнате, то есть, вытянули стены, установили перфорированные уголки по уровню. Дальше заново все это грунтуем и заново все уже шпаклюем финишным слоем. То есть шпаклевка 2 раза была в этой комнате. И дальше, то есть после шпаклевки, шпаклевка высыхает, мы ее зашкуриваем, то есть и грунтуем. Грунтовка это уже прям финишное нанесение перед декоративным покрытием. То есть дальше мы уже наносим декоративную штукатурку. Ну, процесс очень такой достаточно сложный, то есть сначала обои снять, загрунтовать. Грунтовка высохла, заштукатурить. Да. Штукатурка высохла, где-то местами просела, снова туда добавляем. Снова это высохло, где-то что-то остатки, ошметки какие-то счистили, сошкурили, снова грунтуем. Потом мы это все снова шпаклюем, потом мы это все снова шпаклюем, и потом мы уже непосредственно красим. А вы думали, мы декоративку уже наносим? Шлифуем, и потом грунтуем, красим, и уже потом, да, наносим декоративную штукатурку. И как бы как-то так. Ну, я как бы тоже штукатур-маляр, вообще-то, тоже штукатур-маляр. Мы все штукатуры-маляры здесь. И очень много говорили, что, я очень много слышала, что штукатур-маляр это не декоратор.
Но действительно есть люди, и они на нашем проекте тоже есть. Потом, когда будет интервью, мы обязательно это обсудим. На нашем проекте тоже есть такие люди, кто не делает штукатурно-малярные работы, а занимается только декоративной штукатуркой. И это действительно очень сложная профессия. Но штукатур-маляр плюс нанесение декоративной штукатурки, это вот никак не мешает вообще, на самом деле. Совсем нисколько. Нет, это не мешает. Это, грубо говоря, это вытекает из одного и того же. Это ремонт квартиры, ремонт стен. Почему человек, штукатур-маляр, не может, декоративку нанести? Какая вообще проблема? Я не понимаю. Я слышала просто такое неоднократно, что маляр это не то. Что значит не то? Я не совсем понимаю. Ну, маляр это художник. Да, творческая личность. Штукатур-маляр это творческий человек во всем. Кстати, вот получилась стена достаточно симпатичная. Тоже очень жаль, что наш проект, он не совсем получился такой, какой бы мы хотели. Мы хотели успеть сделать все, и ванную комнату, и потолки, и полы, чтобы было. Но это будет в следующей части. Я могу сказать, что здесь у нас был ремонт, происходила квартира не какой-то там супер-пупер. Здесь был достаточно ремонт, ну, скажем, достаточно эконом-класса, потому что минимальное количество материалов у нас была цель израсходовать, и максимально, чтобы зрительно получить эффект. То есть зрительно заходим, углы ровные. Смотрим, потолочный багет зацеплен, стена не вот такая вот волнистая и вся такая красивая, кудрявая, а достаточно, но даже при таком объеме сказать, что не супер евро, потому что бывает объем работ выполняется, что все углы наружные, внутренние проверяют угольником, да, 90 градусов. Было такое. Было такое, с тоской у нас было такое, да, мы вымеряли каждый угол в миллиметрах, чтобы был. Да. То есть вот эта стена у нас 2,92. И соседняя тоже должна быть 2,92. Не 2,95, а 2,92. Вот такие были. И угол мы проверяли все вот эти угольником. Может быть, в каких-то регионах это распространено. У нас это еще не так распространено. Ну, честно говоря, я это не считаю совсем верным, когда вот эти угольники, вот эти вот по углам. То есть это заметно уменьшает пространство. Когда идет угол 90 градусов, да, тут накладываешь сразу, то есть уменьшается пространство в помещении. Ну, где-то что-то уменьшается, да. То есть начинается штукатурить. Тут где-то, может, сантиметр, а там 5 сантиметров. Так бывает. То есть и вот это... Ну, тут дело даже не в пространстве, наверное, а вообще надо ли это? Да. Надо ли это? Ну, допустим, где кухонный гарнитур, да. А здесь работа... И вот у нас, значит, мы далеко ушли уже, мы вспомнили какие-то там 900 лохматые годы, когда мы работали. У нас были такие объекты, да. Пожалуйста, голосуйте. Участник номер 1 Светлана. Это я. Все за меня. Все за меня. Я большая молодец. Если бы не я, не было бы тут ничего. Так, ладно. Вот сейчас на этом моменте ставим лайк. Пожалуйста.
Так, снова, значит, встречаем, берем интервью у наших участников. Наталья. Ну вот давайте, Наталья, мы будем начинать с того. Страшно было участвовать? Очень. Вообще это участие первый раз в жизни, ну в таком масштабе. Поэтому было очень страшно. Руки тряслись, нервничала. В общем, сейчас уже нормально. Ну страшно, но справились. Ну я думаю, что да. Угу. Образ хороший получился, ну, единственное, что очень светлый и плохо видно на камеру было нанесение, но мы постараемся как-то смонтировать так, чтобы было это все видно максимально. Ну, насколько это возможно, наш монтажник, наш оператор будет как-то выправлять цвет, чтобы люди видели, что мы делали. И самый большой тебе достался объем. То есть ты, получается, делала практически весь зал и коридор. В отличие от других, у кого, например, либо спальня, либо одна стена в гостиной, либо кухня, то есть самый большой объем. Много времени. Ушло? Ну, я бы не сказала, что много времени. Это все быстро. Кристалл это вообще самая такая простая, мне кажется, декоративная штукатурка. И простая, и результат у нее эффект очень шикарный. Поэтому люблю с ним работать. Ну вот, исходя из этих соображений, мы тоже пригласили к участию, потому что уже человек работал с этим материалом, никаких жалоб, ничего нету, клиенты довольны, и мы из этих соображений тоже... И потом у нас наша клиентка, ну, хозяйка квартиры очень хотела все такое, чтобы было максимально белое, максимально гладкое. Я уже это 100 раз, наверное, повторяю одно и то же. Нет, у меня не записано, я не читаю, это просто в голове. Ну, о себе, можно о себе. Чем занимаемся, сколько лет, сколько практики? Практики в строительстве вообще у меня в среднем выходит уже 10-11 лет. А декоративными штукатурками, ну, чуть меньше, наверное, лет 8 занимаемся. Начинали с разных, если вспоминать, это вообще черти что делали, знаний, потому что никаких, никто ничего не подсказывал, все приходили что-то своими мозгами, но потом уже перешли в интернет, что-то находили в интернете. Но в интернете тоже много ничего не говорят, поэтому это вот Ольга секреты рассказывает. Раздаем, скажем так. Да, мы уже отработали, мы на заказы уже не ходим и раздаем. Да, а у других я как бы не видела, чтобы прямо вот прям досконально, чтобы показали, как это все делать. Вот, ну, от своей работы я вообще кайфую, я тащусь, прям реально тащусь, потому что бывшая моя профессия, она хоть и как бы, ну, престижная, но такого вдохновения вообще от нее не было. Врач? Ну, маленько. Маленько врач. Маленько врач. Вот. А тут я на работу хожу прямо с восторгом, с большим удовольствием. Вот, значит, любимая работа. Подготовку делаем, штукатурку или только сейчас декоративка в основном? Ну, штукатурка декоративка. Нет, сейчас тоже подготовкой занимаемся, потому что у меня есть моя правая рука, но она бывает занята, потому что у нее свои еще малярные работы бывают, заказы. Приходится брать все в бразды свои правления. Вот. Ну и кто-то, например, вообще отказывается брать кого-то со стороны и просит именно делать, чтобы одна рука делала и подготовку, и декоративную штукатурку. Деваться неохота, приходится работать. Ну, получается, что клиенты чаще всего так и хотят, чтобы не было на кого потом свалить. Мало ли где-то что-то отслоилось, отшелушилось, там, я не знаю, что-то не так, какие-то дефекты видны, и получается, что чаще всего вот, а это не я, а это она, а это она. Ну, то есть, чтобы такого не было, да, так и просят. Либо уже в паре работаем, например, одна подготовку делает, другая наносит штукатурку. Ну, уже сработанные люди. Очень тяжело за другими наносить. Вот ты наносила за... Ну, непривычно? За подготовки непривычно. То есть, где бы я, например, так сделала, там маленечко по-другому уже как-то идет. А ответственность все равно уже включается на тебе, потому что ты сдаешь эти стены. Финиш уже, да, сдаешь. Магазин, кстати, свой был. Был. По штукатуркам декоративным. Да, пробовали, открывали. Но в итоге, потому что он находится в другом городе, в соседнем, не в столице уже, ездить туда замучились, честное слово. То есть это семью не видишь, детей не видишь, мужа не видишь. Пришлось выбрать или карьера, или семья. Выбрали, конечно,
семью. Ну и пока развиваешь магазин, получается, год, два, три, и выбираешь, либо его закрыть, либо сдохнуть с голоду, грубо говоря. Пока развиваешь магазин, все деньги, ну, это длительный такой процесс, все деньги туда. Наверное, где нанесла штукатурку, заработала и в магазин. Да не совсем. Уже было не совсем. То есть магазин уже начал сам зарабатывать на себя и на аренду, и там на зарплату продавца. Просто это морально очень много сил уходит. Тут и физически устаешь, и морально больше, говорю, устаешь. Поэтому, наверное, что не делается, все к лучшему. Я теперь зато спокойно, вечером дома, выходные дома. И занимаюсь своей работой. Все-таки любимой. Вот. Ну, так, в принципе, все. Есть волнение вот насчет выигрыша, чтобы голосовали? Нет, вообще почему-то как-то меня, когда это позвали, меня больше всего участие, что я такая, о, так классно, я приму участие. А то, что победа там, я не знаю, я не переживаю за победу, потому что я все равно, наверное, у меня самооценка все-таки еще занижена, еще не так много работы, поэтому мне кажется, что там более достойные участники есть, которые готовы. Ну, там по сложности примерно одинаково было. Ну, то есть таких прям суперсложных нанесений не было совсем. Максимально все, ну, скажем, как минимум. Скажу так, у нас 5 участников. 4 участника у нас на голосование выходят. 5-й участник у нас пойдет отдельной серии без голосования, потому что это санузлы, это совсем другая тема, и мы решили 5-го участника отдельно, потому что, а среди вот 4 участников примерно одинаковая сложность была и примерно одинаковый цвет, он везде светлый, это очень плохо видно, и это вот большой минус. Но мы ничего не можем с этим сделать. Ну, хозяйке квартиры надо белые цвета, ничего не можем сделать. Ну, у Светы только темное было, я уж тоже это 100 раз повторяю. То есть ее изображение больше увидят, но мы все остальные тоже постараемся, конечно, скорректировать. Ну, просим голосовать. Наверное. Давайте попросим, проголосуйте Голосуйте за меня. за Наталью. Да, за меня, за меня. Все равно приятно, когда куча лайков летит, например. Да. Куча лайков, например, и комментарии вот эти, это же тоже все равно приятно. Дело ведь не в призе, причем здесь вообще приз? Люди ждут ваши комментарии положительные. Отрицательные не надо, не пишите. Оставьте при себе, честное Негатив слово. нам ни к чему. Да, то есть у нас как бы тут позитивный город, ну как и все наши подписчики, в принципе, у нас очень-очень много позитивных, ну, наверное, это процентов 95. А остальные 5%, ну, немножко нет, да подкинут какого-нибудь. Капли в море. Да, ну, это ладно, дегтя, ничего страшного. В общем, положительное ждут от вас участники. Комментарии ждут от вас они голосования, голосов, то есть ждут в комментариях свое имя. Это очень важно, и дело не в призе вообще, то есть там о призе удвоенная сумма, допустим, кому, ну что это ж не 1 000 000 рублей, да? То есть главное, вот, ваши отклики. У нас еще одно помещение, которое мы только оштукатурили, ошпаклевали. И здесь у нас наносить декоративную штукатурку будет Надежда. Всем привет, друзья! Встречаем, ставим лайк обязательно. Ну и что примерно мы здесь будем изображать? Мы здесь будем изображать на основе карты мира, но только будут крупные острова, кратеров будет очень мало, то есть будет выглядеть как шпаклевка. Ну, по сути, да. То есть просто гладкие шпаклеванные стены, то есть многие уже устали от фактурных штукатурок, то есть здесь мы будем изображать вот именно гладкую поверхность. И немножечко декоративные штукатурки, но там будут кратеры, все равно будут, это будут стены очень прочные, красивые, ну, смотрите, наблюдайте. Угу. Ну и наблюдаем за процессом потихоньку. Внимательно смотрим. Работа проделана большая. Страшно было. Ну,
не совсем. Работа для меня привычная. Как-то. Просто, ну, под камеру я редко работала, но волнительно, конечно, волнительно. Волнительно, видите, вот как вот. Так что лайкаем, не забываем и голосуем. У нас голосование. Потому что в таком проекте я вообще в первый раз участвую. Я вообще не ожидала, что я буду в нем участвовать, в этом проекте. Просто я сделала образец, ну, однажды пришла, вы попросили сделать образец, я не думала, что его утвердят, и вообще как бы не ожидала, что я буду участвовать в таком проекте. Ну, приятно. Ну, у нас клиентка, чья квартира, она все предпочитает вот такие вот тонкие покрытия и в очень светлых тонах. Снимать было очень сложно, потому что ничего практически не видно. Нанесение не затрудняло. Ну, здесь, как сказать, за основу взята карта мира, в принципе, ничего сложного, но сложность была в том, что нужно было побольше ровных, гладких мест, чем кратеров. И здесь нужно было соблюсти баланс, как бы. То есть риск такой есть, что где-то будет более лысо, где-то более фактурно, ну, то есть надо было смотреть. А так как у нас там белый цвет, ничего не видно, то есть было сложновато в этом моменте. А так, в принципе... Мы еще столкнулись с таким, ну как в принципе в стройке всегда и бывает, мы столкнулись с таким, что потолки не натянуты, освещения у нас нет, прожектора, которые носят с собой маляры, мастера, эти прожектора, они больше слепят, то есть они подходят не для всего. Лампочки мы всяко разно перевешивали, да. Ничего не видно. Да. Ну, в общем, мы для вас, когда будем финальный результат снимать, мы это все осветим, как положено уже, да, но было не так легко, на самом деле, все приглядываешься, присматриваешься. Да, глаза устают, когда вот так присматриваешься, приглядываешься. Когда материал колерованный, там проще работать, да. А когда материал белый, очень сложно. Очень сложно. И вот вы тоже пишете же очень часто, что зачем вы белую наносите, нам ничего не видно. Нам тоже, поверьте, не видно. Нам тоже не видно даже вот так. Но если клиенты попросили белый цвет, и потом мы обработали это все белым золотом, ну, воск, покрыли финишный воск белое золото, и то есть проявилось немножко, но на камеру это не видно. На камеру не видно, да. Надо будет постараться, чтобы для вас это все показать. Получается, что вся эта красота осветится, когда все-таки будет освещение, натянется потолок и смонтируются люстры, светильники, и тогда будет вот полегче. Можно про опыт спросить еще? Ну, это вот в качестве рекламы. Вот у нас есть очень много подписчиков в Судмуртии, они в том числе приходят в наш отдел и спрашивают мастеров. Ну, вот для них информация. Стаж работы у меня начался в 2003 году, конкретно на высококачественных отделках, то есть высококачественная подготовка, декоративные штукатурки, обои, ну и все прочее. То есть всякими подъездами и прочим, и эконом-вариантом ремонтом я не занимаюсь, сразу говорю. То есть, как бы уровень у меня такой, как бы, ну, выше среднего, да. Вот, что могу сказать. Для клиентов я всегда стараюсь по максимуму выложиться, то есть мы всегда обсуждаем, клиент, например, выбирает образец в магазине, и по факту на объекте его что-то не устраивает. То есть мы доводим до того состояния, когда клиент скажет: вау, я доволен, вот. Да. То есть я так работаю. То есть не просто там взять, прийти деньги, срубить и уйти, а вот именно, чтобы человек остался доволен, потому что декоративная штукатурка — это же не на 1 год, не на 2 даже, и не на 3, а, как правило, минимум лет на 10 человек делают. То есть мне как мастеру важно, чтобы человек остался очень доволен. А нам как отделу продаж, нам очень важно, у нас очень мало мастеров, именно вот поэтому, потому что есть буквально несколько человек, которые доводят результат до финишного состояния, когда человек улыбается. То есть вот это очень важно. Не просто продать, втюхать и вот на тебе абы какого мастера там за 200 рублей, лишь бы тебе подешевле. А потом мастер сделал плохо, клиент приходит в отдел, чуть ли не на башку тебе одевает это ведро. Зачем вы такого мастера нам дали? То есть у нас вот действительно несколько человек, и мы вот за этим наблюдаем. И в нашем проекте участвуют именно такие. И если вы у нас приобретаете декоративные штукатурки, то мастера у нас только такие, кто доводит клиента до хорошего настроения, как минимум. Хорошего результата, до качественного. Ну что могу сказать? Если вам нужны качественные услуги по нанесению декоративных покрытий, штукатурно-малярные работы высококачественные, то вам ко мне. А за материалом вам сюда, в Буродекор, вам подберут на любой кошелек от эконом до элит-класса. То есть здесь вариантов очень много. При вас мы можем делать выкрасы, то есть чтобы вы были довольны результатом работы. Не только купить материал, но и чтобы
на финише получилось то покрытие, которое вы хотите именно у себя дома видеть, не на 1 год. А вообще, как бы, вот, строительство, сфера отделки, это, вообще, в принципе, я себя здесь нашла, мне очень эта профессия нравится, я работаю с душой, с настроением, то есть у меня нет такого, что опять эта работа, нет, я, наоборот, иду с хорошим настроением, но у меня всегда приподнятая, то есть я от своей работы тащусь, кайфую, в общем, так сказать. Училище, техникум или самоучка? Я училась, вообще у нас в школе было строительное дело, там давали 2-й разряд. Потом я начала работать в фирме, там дали 4-й разряд. Очень важно обучение, но вот практику никто не отменял. То есть, если вы, например, даже мастера приглашаете домой, это не значит, что надо у него просить корочку. Опыт и вот настрой вот этот вот отношение к работе, оно очень-очень важно. Но мой совет, например, клиентам, если вы приглашаете мастера, если вы не видели лично его работы, то хотя бы попросите в телефоне показать конечные результаты, хотя бы 2-3 объектов, чтобы вы убедились, что этот человек конкретно на своем телефоне фотографирует свои живые работы, а не где-то там с интернета картинки скачивают. Хотя бы это какая-то гарантия будет. Да, пусть это будут кривые работы, то есть кривое качество, вернее, все равно будет видно, что... Это живые фотографии конкретно с телефона у человека, который... Он не где-то там чью-то работу сфотографировал, а именно свою. То есть на фоне этой работы, например, сам себя мастер фотографирует. Я, например, так себя люблю фотографировать. Как бы объект и себя на фоне этого объекта. То есть, как бы, чтобы людям показывать, что это не где-то там с интернета взято, а именно твоя работа, чтобы человек посмотрел и убедился, что да, меня устраивает. Так сразу видно мастера. Да. А если у него нет этих фотографий, то тут стоит задуматься. Но без фотографий глупо как бы в наше время. То есть мы ведь не в 80-м, 90-м и даже не сейчас в 2000-м. все смартфоны, айфоны и так далее. То есть это даже как-то странно будет, если у меня нет фотографий. Как-то это как минимум странно. Так, что нам еще важно рассказать процесс. Вот мы зашли и что делали? В общем, я пришла на объект, стены были уже подготовлены, готовила мастер Светлана. То есть я уже пришла, грубо говоря, снимать сливки, то есть нанести покрытие. То есть стены были уже загрунтованы, мне осталось нанести только базовую краску, чтобы уменьшить впитываемость основания. У нас будет очень красиво, я думаю, несмотря на то, что плохо видно и нам было трудно работать. У нас кому повезло больше всего, это Свете, потому что у нее замша темная, она все видит. Она под себя, значит, она знала, что эту комнату будет делать, под себя что надо сделать. И все, то есть у нее прям плюс в этом. А остальным всем достались буквально белые цвета, трудно. Поэтому оценивайте адекватно. Мы просим голосовать за участника, который вам понравился, обязательно. Для этого вы пишите просто в комментарии, не надо никуда переходить по ссылкам, просто в комментарии пишите «Голосую за Надежду». Все. То есть все эти комментарии мы будем вручную прям перебирать. В итоге мы это все вручную переберем. Условия мы опишем в конце, по каким условиям, сколько срок голосования и так далее. В общем, оценивайте не по цвету, не потому, что вы видите серую, и вы теперь увидели, что серый цвет, все вот это вот красиво. Приглядывайтесь, всматривайтесь и в человека, и в итоговый результат. Мы постараемся снять очень хорошо, чтобы было видно итог. Понятно, что белый, да? Тут у нас на объекте просто клиент попросил вот именно белый цвет и сделать максимально белым цветом. То есть и мы даже белое золото разбавляли воском, чтобы он был не такой насыщенный золотой, чтобы максимально белый цвет, потому что хочется ей, чтобы была белая, воздушная кухня, без всяких акцентов, без всяких вычурных там вау-эффектов, то есть, как-то так. Голосуйте за меня. Да, голосуйте. Ждем результатов. Ждем результаты, ждем ваши лайки обязательно. Вот если вы еще не поставили, то прямо сейчас не забывайте поставить лайк. И голосуйте в комментариях. Можете уже, в принципе, начинать голосовать. Голосование, оно будет просто в комментариях. Пишем «Голосую за участника такого-то». Все. То есть прямо сейчас уже можете начинать голосование. И проекты у нас такие еще будут, они будут подобные. Конечно, один в один смысла нету проводить, но что-то более интересное, что-то для наших мастеров, для нас, для зрителей.
Продолжаем адский ремонт и встречаем нового участника, Екатерина. Поздравляю. Здравствуйте. Катя, скажи нам, пожалуйста, какая задача у тебя сегодня? Что ты будешь делать? Так, сегодня мы будем делать расшивку золотом и наносить фактуру. Что наносила, как и для чего? Сперва наносили грунт, глубокое проникновение, но это чтобы все держалось, ничего не отвалилось. Потом мы наносили... потом мы делали отбивку. Ну, по отвесу, чтобы у нас все полоски были ровные, по вертикали. Потом мы отбивали, потом прорисовывали золотом раза два. Потом опять отвес, чтобы по отвесу налепить скотч, потому что когда прорисовываешь, это уже у тебя рисунок немного уходит. Потом наклеивали скотч, по скотчу еще раз золотом, потому что, под скотч все равно затекает краска. Получается, если ты прорисуешь золотом, то у тебя золото затечет за скотч. А если ты уже начнешь делать декоративку по скотчу сразу, то декоративка может затечь, и углы, вот эти стыки надо будет поправлять. Полоска будет не очень ровной. Да, не очень ровный край получается. Короче, потом по этому золоту мы еще раз красим белой краской, и уже потом наносим декоративку. А штукатурка у нас была белая. Да, штукатурка была белая, но это потому что акцент был на полосках, так как все равно они яркие, и если еще добавить какую-то... можно, конечно, было подсерить, но светлое, не знаю, но все равно смотрится белое с золотом очень красиво. То есть это была акцентная стена, и смысл был весь в полосках в золотистых, а не в каком-то ярком окрасе стены или еще там в каком-то вау-рисунке, непонятном каком дизайнерском. Акцент был на полосах. Да. Много времени ушло? Если бы я изначально взяла отвес, нормальную отбивку, то я бы, думаю, закончила бы за день. Но так как я его забыла... нет. Новый потерял. Старый совсем уже умер. И я пошла за отвесом и, измучилась, полдня просто потеряла. То есть ты просто попробовала сделать из того, что есть, да. И из-за этого потратила полдня просто времени. А проще было съездить и купить, например, либо новый уровень, либо отвес. Но мы люди-то ведь, мы не ищем же легких путей. Мы не идем легкими путями. Так, что вот еще? О себе можно рассказать. Я отучилась в Казани, я училась 3 года на мастеру производственного обучения, там еще мастер, как педагог, что такое, я уж не помню. Это не моя профессия. Отучилась, и там фирма была «Золотолит» в Казани. Они декоративной штукатуркой занимаются, всем этим. Я когда пришла к ним, они говорят: ты знаешь, умеешь? Я говорю: конечно, знаю, конечно, все умею. Они говорят: показывай, что умеешь. Показала, они говорят: кто тебя учил? Я говорю: они меня там научили, переучили. Это получается от опыта. Ты за все это время с разными людьми набиралась разного опыта. То есть все в опыте дело. То есть опыт, он годами зарабатывается, так просто ничего, конечно, не дается. Да, изначально даже хотелось бросить, потому что ты уже со слезами на глазах, то у тебя там патина не получается в 2 часа ночи, а ты стоишь на эту стену, смотришь, и хочется реветь, ехать домой, хочется кушать. А у тебя там что-то не получилось. И бросить нельзя, да? И бросая, и бросить. Тогда. Потом ты начинаешь со временем исправлять свои косяки, не косячить. Это все приходит с опытом. Это просто так ничего не получается. А занимаешься ведь больше... Я-то это все знаю. Это для вас вопросы, между прочим. Слушайте, я-то это все знаю. Делаешь подготовку стен? Раньше делала, сейчас нет. То есть все чисто декоративные штукатурки. Да. Я могу сказать, что Катя, она у нас основной человек, который наносит с нашего отдела декоративное покрытие. Что у нас еще? У нас в этом проекте, он у нас первый, и он у нас, такой своеобразный.
конечно, много надо дорабатывать, и если снимать в будущем такие проекты, то мы бы уже предусмотрели некоторые моменты, то есть одно, другое, третье. Мы надеемся, что все-таки вы оцените наши труды девчонок, которые наносили. Вопрос задаю не первый раз, но вот интересный ответ. Почему девчонки одни участвуют? Ну, то есть, вот, например, выкладывали мы клич и звали участвовать в проекте. Почему одни девчонки? У нас есть мастера вообще в Ижевске мужчины? Ну, есть. Ну, я немного знаю некоторых. Но некоторые очень прямо очень-очень профессионал. Одного знаю. Ну, и может, кто-то не услышал. Вот одного, может, он не знал. Вот про одного могу сказать. А про третьего я вот... Кто-то недопонял, да? Кто-то недослышал. А девчонки, может, они такие шустрые, типа, и все такие я. Да, может быть и поэтому. Но на самом деле у нас преимущество все равно девчонки наносят. Очень мало мужских рук. Это, конечно, тоже плохо, потому что работа трудная. Вот на кадре, вы видели на кадре, как она там трет в эту стену? Ну да, эти мозоли, это прям... Ну да, вся рука в мозолях, и, грубо говоря, если что, то... Никто тебя нежной ручкой не погладит. Такая шоркает. Круто, да. Такой был интересный у нас проект. И всем спасибо, что вы смотрите нас. Вы можете голосовать вот прямо сейчас. Конечно, в конце видео мы скажем условия. Там никаких условий особых нет. Мы голосуем в комментариях. Не в каких-то специальных системах, а просто в комментариях пишем имя участника, за которого вы отдаете свой голос. Для вас это ничего не стоит, это не платная смс-рассылка, вы просто пишите имя. Я голосую за такого-то участника, называете имя, и все, мы вручную все эти комментарии будем подсчитывать. Попросим голосовать. Голосуйте за меня. За меня. У нас подготовка тут соответствовала этому нанесению? Да. По сути, у нас стены, если посмотреть, то как бы просто какие кривые они были изначально, то все как бы визуально все это хорошо. Да, визуально вот прям реально, да. Ну, в общем, плюсик в карму Светланы. Нет, Плюсик в карму. там же, допустим, под какую-то фактуру не должно быть больших ямок, там вот это все зашпаклевано, все как надо, как бы нигде не было такого, то что, блин, фигово Вот сделала. коза. Да, нет, все Вот хорошо. зараза, я бы лучше сделала. Тут все хорошо. Даже быстро она сделала. Это мне понравилось. Кстати, страшно было? Ну, первый день, да. А второй день уже как-то так. Ну, наверное, еще нервирует, что кто-то постоянно ходит за тобой. Нет. Ну, Ты это работаешь, и нет. кто-то ходит. Как-то... Обычно ты музыку слушаешь, что-то там, а тут прям сосредоточенно что-то делаешь. В общем так, голосуем, ставим лайк и пишем в комментарии. Вам понравился участник, пишите «Голосую за Екатерину, она лучшая», лайк, вообще супер. Еще раз тоже повторюсь, что участники не ждут приза, вот этого вот удвоения суммы там или в 5 раз там она будет, неважно, они не ждут этого, они ждут именно вашу поддержку, это очень важно, когда вы пишете «Девчонки, молодцы, вот Ижевск рулит», там еще что-то такое, и вы пишете, и вот это вот важно, а не то, что там, ну ладно, проголосую, пусть она там выиграет. Да, даже приз не важен. Вообще наплевать. Ну, то есть вот это наплевать. Именно важно, они ждут вашу поддержку, им это важно. Они первый раз вышли. Ну, ладно, я там могу и не причесанная, там сниматься. Я вам покажу сейчас волосы вот так вот дыбом, а они-то как бы волнуются. Да, я собралась, накрасила, и тут прям лохматая аж вышла. Последний день. Так что голосуем и ставим лайк. Можешь попрощаться? Да. До свидания.
Наш проект подошел к концу. И даже если это был первый блин комом, то мы все равно его публикуем для того, чтобы, ну, во-первых, мы учились где-то что-то, да, снимали, первый раз мы это делали, ну, увидим отклик заодно зрителей. Мы просим вас голосовать за участников, это для них очень важно. Участник номер 1 Светлана. Она подготавливала стены, штукатурила, грунтовала, шпаклевала и наносила декоративную штукатурку замша в спальной комнате. Кому понравилась Светлана в плане работы или просто как вот по человеческому фактору, ставьте ей лайк и пишите в комментарии «Голосую за Светлану». Участник номер 2 Наталья. Наталья по профессии врач, но много-много лет она работает уже штукатуром-маляром и декоративную штукатурку наносит. Ей достался самый большой объем, но достаточно несложное нанесение. Это декоративная штукатурка Crystal. Она наносила перламутровую краску Crystal в коридоре и основную часть гостиной. Участник номер 2 Наталья. Голосуем. Кому понравилась Наталья, голосуем за нее, пишем «Голосую за Наталью». Просто в комментариях и все, где бы вы ни были. ВКонтакте вы будете, или Дзен, или YouTube, неважно. Вот где вы находитесь, там комментарии пишите. Участник номер 3 Надежда. Надежда – профессиональный штукатур-маляр, наносит декоративные штукатурки, выполняет также любые сложные работы. И кому понравилась ее работа, ставим ей лайк и голосуем в комментарии. Участник номер 3 Надежда. Ну и 4-й участник – это Екатерина. Она наносила одну акцентную стену, хоть это был и небольшой объем, но там была расшивка, она долго с ней мучилась, получилось достаточно красиво и эффектно. И кому понравилась Екатерина, ставим ей лайк и голосуем за нее в комментарии, где бы вы ни были. А также я вам хочу сказать, что наш проект еще не окончен. У него следует продолжение. У нас есть 5-й участник, который будет вне голосования, и она будет, или он останется пока в тайне, наносить ванную комнату и туалет. Такое место, вот ну никак не пропустите. Мы ждем от вас отзывы, подписки и ваши лайки. И оцените нашу работу, хорошо или плохо. Уж чего мы заслужили, той оценки мы и дождемся, да? Всем пока, голосуйте обязательно. Всем спасибо.